Всем привет, меня зовут Ирина, рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня мы будем готовить лосось с кремовым соусом, картофелем и цукини. Кремово-лимонная масляная курица, грудка курицы с кускусом и цукини тоже. Вот такие вот мексиканские такосы и индийская курица карри. Скорее всего, я разобью это видео на 2 видео, чтобы было по 2 рецепта на каждое. И мы начинаем готовить. Готовить я буду с расчетом на 2 порции, и начну я с этой вкуснейшей рыбки с картофелем и кабачком. И самое главное во всем этом — соус, чтобы еда была сочная, с насыщенным вкусом. Для такого блюда нам понадобится филе лосося, цукини, картофель, зеленый лук или другая любая зелень, и для соуса средней остроты горчица, сметана и лимон. Сразу ставим духовку разогреваться на 220-230 градусов. И начинаем подготавливать картофель для запекания. Моем, вырезаем все ненужное и разрезаем на дольки, как картошка по-деревенски из Макдональдс. Смазываем противень маслом, выкладываем картофель и добавляем специи по вкусу. В моем случае это соль, сухой чеснок и немного паприки. После того, как духовка разогрелась, ставим картофель пока на 30 минут, но позже мы добавим туда цукини, поэтому лучше заранее оставить место на противне для него. Теперь режем кабачок. Делим его на 2 половинки и нарезаем. Желательно потолще, так как он потеряет объем при запекании. Кладем кабачок в глубокую тарелку, чтобы смешать с маслом и специями. Специи такие же, как у картофеля: соль, сушеный чеснок и паприка. Когда у картофеля останется 15 минут, даже 10 минут, добавляем на противень кабачок и оставляем их вдвоем там допекаться. Пришла очередь рыбки. Промываем рыбу, смазываем маслом, посыпаем солью, перцем и смесью итальянских трав. Если у вас есть грильница, то ставим ее разогреваться на режим для рыбы. Если грильницы нет, то рыбу можно пожарить на сковородке 5-7 минут на стороне с кожицей и буквально 1-2 минуты для полной готовности на второй стороне. Теперь готовим соус. Растапливаем сливочное масло, добавляем чайную ложку горчицы, выжимаем сок из половинки лимона. Сейчас я добавляю овощной концентрат. Я думаю, его можно заменить кубиком магги, но я бы просто пропустила этот пункт. Соус можно сделать и без него. Добавляем немного воды, размешиваем и добавляем сметану. Здесь 2 столовые ложки. Режем зеленый лук. Половину можно сразу добавить в соус, а вторая половина пойдет на сервировку блюда. Собираем нашу тарелку и садимся есть. Благодаря соусу рыба будет сочной и очень вкусной, а картофель с кабачками будут идеальным гарниром. Второе очень простое и вкусное блюдо – это мексиканские тако. На первый взгляд может показаться, что такая порция маленькая для ужина, но поверьте, этой порции достаточно, чтобы наесться. Нам понадобится 300 грамм говяжьего фарша, 6 кукурузных лепешек, 1 большой перец поблана. Он не острый, поэтому можно заменить болгарским перцем. 1 помидорка, но я бы добавила еще 1. Репчатый лук, сметана, микс сыра, томатная паста с чили и паприкой, лайм и специи. Здесь смесь разных перцев с орегано, кориандром и чесноком, но я думаю, что можно взять любую другую специю, которая у вас есть. Ставим духовку разогреваться на 220 градусов и начинаем готовить начинку для наших тако. Обжариваем фарш на сковородке с маслом и режем перец полосками. Когда мясо немного поджарилось, добавляем специи и нарезанный перец. Теперь режем репчатый лук. Можно оставить полукольцами, либо сделать его мельче, как я. Добавляем лук к фаршу и перцу, перемешиваем и оставляем, пока лук не станет мягким. Теперь добавляем пасту, и если начинка для тако вам кажется недостаточно сочной, то добавьте немного воды. Берем противень и смазываем его маслом. Выкладываем лепешки и даем маслу впитаться в лепешки тоже. Выкладываем на лепешки сыр, готовую начинку из мяса, перца и лука и закручиваем тако так, чтобы они не раскрылись.
Ставим противень в духовку на 15 минут, сыр за это время расплавится, а лепешки станут хрустящими. Пока наша тако готовится, режем помидор кубиками и добавляем сок половина лайма. Через 15 минут достаем тако и обильно смазываем их сметаной и кладем нарезанные помидоры сверху. Если у вас есть кинза, то добавляем ее. Это будет идеальным завершением этого блюда. Готово! Попробуйте эти два простых, но очень вкусных блюда и напишите в комментариях, какое из них вам больше всего понравилось. А также оцените мое следующее видео, где я буду готовить куриную грудку с кускусом и кабачком и индийскую курицу карри. Всем приятного аппетита!